Мы приехали в Пизу, смогли найти довольно-таки свободную парковку, нам помог навигатор. Расплатиться можно было как наличными, так и картой. Внимание, ночью вы на парковку не попадете. Итак, наша задача на сегодня посетить Баптистерий, собор, Пизанскую башню и Кампо-Санто. Коричневые знаки указывают направление к достопримечательностям. Окей. Мы идем пешком, потому что расстояния тут небольшие. На улице жара, мы в шляпах, которые купили еще в Амалфи, поэтому нас воспринимают как туристов. Ну, куда деваться, мы туристы и есть. Wow, buongiorno. Buongiorno. Qui sono. Все 4 шедевра средневековой архитектуры, которые мы сегодня посмотрим, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и находятся на площади чудес Пьяцца дей Мираколи. Где ее найти? Она вон за той высокой стеной. У большинства людей Пиза ассоциируется с падающей башней, наклон которой составляет 4 градуса, а также с рассказами о том, как Галилео Галилей, проводя свои эксперименты, сбрасывал с нее предметы разной массы. Но далеко не все знают, что Пизанская башня – это колокольня собора. Внимание, справа Макдональдс. А вот и сама площадь, где всегда полно туристов. Это худшее место для практики итальянского языка, потому что куда бы я ни зашла, со мной везде пытались говорить по-английски. Сначала мы посмотрим этот баптистерий. Battistero Сан Giovanni – самый большой баптистерий в мире. Negli anni si è inclinata fino a 5 gradi А тем временем Симона рассказывает о Пизанской башне. e sono stati fatti diversi tentativi per fermarla. Sì. Lo vedi che, guarda, lo vedi che non è dritta, cioè a parte essere storta, inclinata, non è dritta la torre. Gli ultimi piani hanno una diversa inclinazione, la vedi? Sì. Строительство баптистерия началось в 1152 году по григорианскому календарю и продолжалось более 200 лет. Questo è online. Come facciamo? Non si va a fare il biglietto. Acquisto online, bookshop e lì dopo. Ah, biglietto è lì, vedi? Oh, così, piano. Мы думали, что билеты в баптистерий можно купить непосредственно при входе, а оказалось, что это возможно или онлайн, или нужно вернуться обратно в кассу. Кассу я нашла, выстояла небольшую очередь и купила 2 полных билета, кстати, на одной бумажке, значительно переплатив, потому что я в какой-то момент растерялась, я не ожидала, что у них такое количество разных видов билетов. К примеру, я не планировала лезть на Пизанскую башню, но решила не терять 17 евро и в итоге полезла. И самое смешное то, что еще этот билет у нас и украли на кладбище. Но это сейчас так звучит страшно, потом будет понятно. 54 евро на все. На башню 12:30. Ну ладно, хрен с ним. Со всеми. Наконец-то мы в баптистерии. E si può andare su? Sì, credo di sì. Va bene, adesso io guardo giù prima. Здесь 3 уровня. Сначала посмотрим все внизу. Мы сможем подняться на 2-й, а вот 3-й уже недоступен. По крайней мере, простым смертным. Здания начинали строить в романском стиле, а закончили в готическом. Соответственно, нижний ярус украшают округлые арки с узкими окнами. 2-й и 3-й ярус строили позже, поэтому там готика. Высота здания почти 55 метров. Называется «Заплатила». Теперь придется ползти наверх, подниматься на башню, ё-моё. Хоть и без Симона, но придется подниматься. Но пока что это не башня, поэтому подняться было легко. Все подъемы я совершаю самостоятельно, потому что Симона на это не подписывается. Вот туда можно подняться.
единственном подъеме. Старая. Я уже это делать не буду. Перил, конечно, нет, но зато нет и наклона, как в Пизанской башне. Чем еще можно сказать? Подняться выше. Боже, сейчас можно. На второй этаж ведут две лестницы. По одной вы поднимаетесь, по другой спускаетесь. И раньше такие же две лестницы вели на третий этаж. Все. Так, я залезла, у меня выскакивает сердце. Старость не радость. Как мы видим, ведутся реставрационные работы. На сам купол можно подняться по одной единственной лестнице. Вторую замуровали еще в 19 веке, потому что она разрушилась. От нее осталось буквально несколько ступеней. Единственная доступная лестница становится все более узкой по мере подъема, и вместе выхода на галерею позволяет через узкое окошко увидеть лишь фрагмент внешней части купола. А еще здесь великолепная акустика и уникальный эффект эха. По идее, персонал должен демонстрировать особенности звучания раз в 30 минут, но я не застала, а сама пробовать не стала. Всегда спускаемся уже в другом месте. Не там, где я еще думаю, лезть мне на башню Пизанскую или не лезть. Буду. Не выдержу. Да. Нормально. Выползла. А это собор. Посетить это прекрасное место. Как в него зайти? Как пробиться через толпу? Вообще они какие-то неподвижные. Может их потолкать? Или обойти? А люди не заходили, потому что еще было закрыто. Ну, собственно, нам пришлось подождать минут 5-10, и потихонечку, как мы сейчас увидим, нас начали запускать. Заходят, сейчас друг другу передали. Может быть, очень интересно. Этот собор называется Duomo di Santa Maria Assunta. В поисковик забивайте обязательно город Пиза, потому что это название довольно типичное для итальянских соборов. А проще загуглить Duomo di Pisa. Построен он был в XI веке и является памятником романской архитектуры. Знатоки непременно найдут здесь элементы различных стилей. Так что назовем этот стиль пизанский романский. Если посмотреть на собор сверху, он имеет форму креста. К сожалению, из-за пожара 1595 года первоначальный вид собора был утрачен. К примеру, пришлось переделать крышу и парадные двери. Зато теперь центральный неф может похвастаться позолоченным деревянным потолком с золотым гербом Медичи по центру. Работа флорентийцев 17 века. Предположительно, старый потолок был выполнен из открытых деревянных балок. К счастью, эта мраморная кафедра выжила в пожаре. Во время ремонта храма ее демонтировали, а снова собрали только в 1926 году. И то, как смогли, потому что инструкций по сборке у них не было. Ну что ж, после храма пора бы залезть на башню. А вот и она, та самая Пизанская башня. Io non credo che sia tornato. E cosa devo fare? Devi salire così sul palo, no? Prima che non si vada. A come devo salire? Così?
Все, я начинаю подъем на Пизанскую башню. Так, надо идти очень медленно, потому что иначе я устану. Как именно я поднималась, можно посмотреть в отдельном видео. А пока перемещаемся сразу наверх. Здесь можно получше рассмотреть, как укрепляют башню изнутри. Сначала мы это видели снизу. Это промежуточная площадка, после которой нужно будет подняться еще выше. Но я решила обойти ее и поснимать виды. Кстати, 30 лет назад угол наклона башни оценивался в 4,5 градуса. Это означает, что на самом верху отклонение от вертикали составляло 4,5 метра. Но за каких-то 20 лет, что по итальянским меркам совсем немного, им удалось сократить его на полградуса. По моим личным ощущениям, там было градусов 25, потому что я болталась из стороны в сторону. Пришло время вспомнить, что мы на колокольне. По-итальянски «Il campanile». Спускаться тяжело в самом начале, потому что прям очень узко, и все прут на вас снизу вверх. Тут вы просто извиняетесь, бесконечно извиняетесь. Так, сейчас мы идем смотреть Кампо-Санто. Кампо-Санто – это монументальное кладбище, Туда нам надо попасть. которое строили с 13 по 15 век. Там находятся древнеримские саркофаги, гробницы, памятники. Для этого надо обойти. Ладно. Там мы уже были. И наверх я поднималась. Я сегодня находилась. Так, мы практически на кладбище. Кладбище. Dire i potenti di Pisa. Мгм. Pisa era un 4-5 città più importanti. Вдоль стен мы видим древнеримские саркофаги, а под ногами у нас мраморные надгробные плиты. Ci sono gli affreschi. La terra su cui è stato formato il Camposanto. Мгм. Come ti è stata trasportata via nave dai Pisani, Мгм. prendendola dal Golgota. Не лезь наверх. eh, Ничего не бросать. Ну, так далее. Queste sono cose di sicurezza per chi lavora. Мгм. Io devo sapere. Cosa devo fare? Questo l'hanno fatto entrare. Al contrario. Come vedi, questi sono affreschi del 1300, vedi? Мгм. Però purtroppo se a poter Так, надо обойти. Сейчас покажу. Во всех 4 галереях мы наблюдаем такие вот колодезные гробницы, покрытые мраморными плитами, причем усопшие должны были лежать головой на запад, ногами на восток. Внимание! Справа на стене фреска «Триумф смерти», созданная после эпидемии чумы 1348 года. В 1944 году, то есть во время Второй мировой войны, здесь была бомбардировка, в результате которой больше всего пострадали фрески. И если вы заметили, реставрация продолжается по сей день. Если итальянцы и умеют что-то делать, так это реставрировать.
А это Капелла даль Поззо 16 века, где хранятся различные реликвии. Вон в тех шкафах. Слышим ветерок. И в этот самый момент Симон обнаружил, что он потерял телефон. На самом деле потерял телефон. Не то, что недолго думая, а просто не думая, я побежала обратно проверять все места, где мы сидели, потому что у него привычка держать телефон в руках, а не в кармане, и класть его на скамеечку рядом. То есть вот первую скамеечку мы проверили, там ничего не нашли, было пусто. Дальше я ринулась проверять следующие скамеечки. И параллельно начала уже звонить. На его телефон со своего. Приближаясь к будке администрации, я услышала характерный звонок его телефона. И нам сказали, что какая-то девушка нашла этот телефон и отдала им. Соответственно, мы все рады и счастливы. Самое смешное то, что вместе с телефоном были наши билеты. Один билет на двоих в музей. Вот он пропал. То есть телефон вернули, билет, получается, стащили. Уже мелочи жизни, потому что мы, в общем-то, не собирались больше никуда заходить после этого. Так что следите за своими телефонами внимательно. В следующий раз я хочу посетить в Пизе музей Синопий. Синопия – это предварительный рисунок для фрески. Когда в 1948 году в Кампосанто остатки фресок отделяли от стен, под ними обнаружили синопии. Позже их перенесли в музей Синопий, который находится на противоположной стороне площади. Синопии всегда выполнялись мастерами, в то время как сами фрески могли расписывать в том числе и ученики. С другой стороны, умение отделить фреску от синопии – это отдельное искусство. Так что мы определили, в какой музей идем в следующий раз. История с телефоном явно отбила у меня желание продолжать снимать видео, зато я нашла несколько интересных фотографий. Например, мне очень понравилась Урания, муза астрономии, которая в данном случае охраняет могилу известного итальянского математика, физика и астронома Оттавиано Фабрицио Моссотти. Спасибо за просмотр.